Ну, давайте запишем. Что там есть? Давайте. Желудок, шлунок, да. Что еще есть? Желудочная. Селезенка. Желчный, печень. Почки. Аппендикс. Аппендикс. Еще что? Мочевой пузырь. Половые какие? Яичники, матка, трубы. Органы малого продукта тоже живут. Законы будут те же. 12-перстная, кишечник там делается. 12-перстная, тонкая, толстая, сигмовидная, прямая. Ну, если там надо. В целом для кишечника. Органы мы назвали какие, но это анатомия. Теперь физиология. А что же там происходит? Что ценного для меня происходит в животе? Первое, пищеварение. Раз. Выведение шлаков, очищение. Два. Причем очищение происходит через две трубы. Одна кишечник, вторая моча. Кишечное содержимое, моча. Две трубы. Обмен веществ, давайте так, обмен веществ где-то отдельно запишите. Он происходит в каждой клетке, а контролируется в голове. Поэтому если кто-то захочет исправлять обмен веществ, то надо будет работать на голову и на клетку. Две точки приложения в обмене веществ. Это отдельно запишите. Иммунитет. Большая часть иммунитета в животе, ну, я называю, расходуется. Все-таки там иммунитет – это самая затратная часть по иммунитету. Потому вот все, что будет касаться иммунитета. Это рождение в позвоночнике раз, и чисто в животе два. Порядок в животе – это два. Вот все вопросы, которые будут касаться, кто сейчас задал по менингиту вопрос? Кто задал по менингиту? Менингит. Менингит – это воспаление. Если оно появилось, значит поломан иммунитет. Значит, точек приложения уже для менингита, например, будет 3. Это, собственно, где менингит? В голове. Иммунитет, поломка основная, это оздоровление позвоночника. И сейчас мы разберем вторую часть, живот. Вот, например, сценарий по менингиту, по оздоровлению, будет выглядеть вот с таких частей. Первое, где он находится? В голове, значит, вот тот рецепт, который вчера. Голова, позвоночник и живот. Я об этом говорю. Для того, чтобы человек мог выздороветь от менингита. Итак, в животе живет пищеварение раз, иммунитет 2, очищение 3, еще что? Гормональная система. Большая часть, несколько гормональных органов. Несколько гормональных. Такие как инсулин вырабатывается в поджелудочной. Если страдает эта функция, сахарный диабет развивается. В надпочечниках вырабатываются гормоны стресса. Это тоже в животе, в задушенном пространстве. Наднервники, надпочечники, маленькие два органа. В них вырабатываются гормоны стресса. Эти надпочечники нужны, чтобы человеку переносить стресс. Дальше. Какие еще гормональные органы живут в животе? Половые. Яичники. Предстательная железа с семенными пузырьками. Ну вот, яички у мужчин живут вне живота. Хотя вылазят они с живота. Да, яичники у ребенка, когда он внутриутробно в животе, яички у мальчика в животе. А потом они вылазят в мошонку. Бывает, не вылазят. Тогда их надо вытягивать. Какие страдания в животе могут быть? Разные воспалители. Разные воспаления, разные. Все эти воспаления называются по-разному, заканчиваются на ит. Ит, знаете, да? Знаете, запишите. Потом бывают гастрит, холит, панкреатит, дуоденит, гепатит, холецистит, нефрит, пилонефрит, цистит,
Адмексид, простатит, все на ид. Это воспаление. Вы уже сегодня можете сказать, какой сценарий вы начнете писать при воспалении? Какой? Иммунитет. Ну, логично. И в иммунитете, ну, как минимум будет две вещи, правильно. Родить иммунитет. Где? Позвоночник. И собрать где? Там, где нужно. Ну, я это называю так. Там, где нужно. Сначала надо определиться, например, вопрос по простате задают обычно. А где простата? А куда тыкать? Потому что мужчина, например, думает, что простата вот тут. А тут семенные пузырьки, которые тоже могут болеть. А простата вот как раз там, возле прямой кишки, спереди. Хорошо. Иммунитет, раз, воспаление. Еще что в животе бывает? Различные кровотечения, например, бывают. Кровотечение – это то, что надо будет обходить стороной. Я сейчас покажу как. Мы возьмем базовый сценарий, я покажу, как кровотечение обходить стороной. Бывают какие-то разные образования. Кисты, полипы, камни. Бывают язвы, выростки. Так? Порушение микрофлоры бывает. Так. Все це про живот. Бесплодие, если говорить про половые функции, бесплодие. Кино. Орган любой, который вы назвали в животе. Вот если с ним поговорить, что ему надо, то он скажет, дайте мне кино. Вот я так понимаю разговор с органом. Дайте мне кино. Кровоток, иммунитет, нервы к органу идут, каждому. И практически все органы в животе, ну, наверное, почти все, еще опорожняются. Имеют полость порожнины, еще опорожняются. По поводу К, вот я, классический врач, сказал бы следующее. Все, что в животе я встречал у людей, проблемы все, в сумме за 15 лет. Ну и плюс еще там 4 года я не работаю в хирургии, но консультирую все равно. Мне пишут, звонят, хожу куда-то на обследование, на консультации. Вот все, что я встречал в животе, на 95% имеет плохой кровоток в себе. Все болячки в животе, которые встречаются, в 95% случаев имеют плохой кровоток. А практическая ценность этой мысли вот какая. Если бы люди знали, как содержать кровоток в норме в животе, 95% болеющих в животе выздоровели бы просто автоматически. Представляете? Запрос такой. Любой орган в животе сразу начинает страдать, когда кровотока становится мало. Сразу. Моментально. То есть вот раз, два, три, и все, он уже страдает. Он долго терпит, но потом наступает срыв компенсации, и все, и страдает. Тут превращается в болезнь. Если спрашивать у органа, у любого в животе, а как долго и как много тебе надо кровоток поправлять, то этот орган, если Бог говорит, сказал бы, всегда. Если вы начнете этот кровоток улучшать, то орган возьмет сколько нужно, лишнего просто не придет, лишнее не пройдет. Орган, если бы он, вот я мог бы с ним говорить, он сказал, слушай, хозяин, 24 часа в сутки бери и улучшай у меня кровоток. И будет все хорошо. Если бы орган мог говорить. Когда, ладно, бывают ситуации, когда кровоток, чем вы можете улучшать кровоток в органе? Массажем, прижиганием, все это будет улучшать кровоток в органе. Потому прежде всего органы перегружены постоянной работой. У них нет времени отдыха. Об этом чуть позже. Спазмы, да, стресс, да, густая кровь, да, курение, важнейший
фактор. Курение прямо действует токсически на сосуд, спазмирует. Вот среди факторов, которые приводят к язвам, к выросткам, да, курение это номер, наверное, 1, может 2 после стресса. Стресс, потом курение. Застой. Застой в органах является причиной ухудшения кровотока. Застой. А застой имеет причину еще свою, например, малодвижение, гиподинамия. Вы же помните по жизни, походил, покакал, подвигался. Он нам нужно движение, чтобы застой. Но к застою буковки комы подойдет. Итак, каким образом вы будете это делать? Улучшать кровоток. Прикладывая какой-то продукт прямо к животу, в той или другой части. Когда нельзя, 6 ситуаций бывает. Ну, я написал миомы полипы, там же язвы, там же будет все. Когда нельзя в органе непосредственно улучшать кровоток, разогревая его. Если разобрались и поняли, что это боль хроническая, врач исключил все свое, тогда можно будет. Ну, как в порядке лучше исключения. А вообще-то вот эти 6 позиций, надо вам их зафиксировать. Потому что в режиме кино локально воздействовать при таких ситуациях нельзя. Нельзя, просто нельзя. Будет в кино то, что можно, а будет то, что нельзя. Вот в этих случаях локально воздействовать не нужно. Когда вот эта штука большого размера, или когда есть кровотечение, или когда быстрый рост, похоже на рак, воспаляется, болит. Во всех этих случаях локально воздействовать не нужно. Так, сколько часто можно? 24 часа в сутки. С какого возраста начинает улучшать кровоток в животе? С рождения. Дети первого года жизни испытывают кучу проблем в животе из-за недостатка кровотока раз, из-за заселения инфекций два. А это физиологично так? Это физиологично. Ребенок же, смотрите как. Родился ребенок. Что у него в животе? В органах. Вода, которую он глотал, мама, с живота, с матки, плаценты. Вода, он только воду глотал. Там чисто, инфекции нет, это вода, ну как бы пил, попивал оттуда. И тут он начинает сосать маму и облизывать ее. Начинает, да? Ну да. Как вы думаете, он обязан с мамы слезать кишечные бактерии и заселить их себе в живот? Обязан, да. Обязан. Потому мама не должна быть стерильной в итоге. Да. Она не может быть стерильной. Сверх желания быть стерильной у мамы заканчивается дисбактериозом. Потому что ребенок с мамы должен слезать какашечные бактерии, которые на маму попали с кишечника. Ну, на вас всех живут ваши кишечные бактерии. Сверхстерильность ни к чему хорошему не приводит. Ребенок должен знакомиться с миром. И он с миром знакомится как? Так вот, вот те бактерии правильные, которые приспособились к нормальной жизни в кишечнике, они приспособились к теплу 10 микронов. Вот эти правильные бактерии, они живут вот в такой среде. Другие бактерии живут в тепле 100-120 микрон. Основная масса плохих бактерий, для них среда нужна другая. Потому даже детям с рождения тепло 24 часа в сутки будет иметь великую пользу. Все начинается с достатка кровотока, плюс это тепло, которое мы даем для кровотока. Ну, недостаток кровотока в животе у ребенка заканчивается аллергией.
попала инфекция, нарушилось пищеварение, все происходит не так. Когда мало кровотока в кишечнике у ребенка уже, кишечник перестает быть нормальным, он плохо регенерирует. И он превращается в хронически больной кишечник, без кровотока. Недостаток кровотока, это запишите, является ключевой позицией или обязательным фактором для появления хронических болезней. Недостаток кровотока. Мы даем много тепла. Какого тепла? Первого, второго или третьего? Второго, больше всего, или третьего. Да. А сколько по времени? Коротко, наверное. Почему коротко? 24 часа. Я же говорю, если органы умели говорить, они бы сказали, 24 часа, давай, кровоток. Ну, але привлекается небольшое. Третьего небольшое, второго 24 часа. Если второй, то 24 часа. Что такое буква И? Буква И – это иммунитет. Чем занимается иммунитет в животе? Давайте перечислим. Давайте перечислим. Чем? Давайте, иммунитет в животе, двоеточие, перечислим. Перечислим давайте. Перечислим. Сейчас мы запишем отдельно. Пишите отдельно. Отдельно. Иммунитет в животе, двоеточие. Первое. Помогает разрушать шлаки. Мусорщики. Реально. Почему они гибнут 70% там? Потому что там шлаков много. Их надо разрушать. Второе. Убивает ненужные бактерии и вирусы, которые попадают вдруг в живот. Третье, что делает иммунитет, не дает развиваться раковым клеткам. Четвертое, что делает иммунитет, рассасывает спайки. Спайки, кисты, полипы, опухоли. Вот все, что не то, должен съесть иммунитет. Ну вот человек пришел к вам, у него уже что-то есть, какое-то что-то есть. И мы будем ему писать сценарий. Мы должны ему объяснить, что это сделает иммунитет. И по поводу иммунитета мы ему должны сказать, где его взять и как привести в нужное место. Потому две позиции. Вечером мы будем иммунитет помогать рождать процедурой по позвоночнику, да? Помните вчерашний процедура? Да. Вчерашний сценарий. Работаем с позвоночником, рождается иммунитет. А утром берем, массажируем акцентированно или прижигаем в том месте. Ну вот в вашем случае больше про прижигание. Потому любой запрос в животе, который звучит ит, или там про кисты, или про полипы, будет базовый рецепт кино, а повествование, рассказ надо начинать с буквы И. Потому что раз воспалительная какая-то штука, то значит вот там надо иммунитет построить и послать куда-то. Включаю слайд вот этот. Вы знаете, спросим поджелудочную. Привет, поджелудочная. Кровоток тебе нужен? Да. Так врач сказал, говорить нельзя. Пусть говорит поджелудочная. Дурак тот врач. Что имеют в виду эти врачи? Про то, что поджелудочную греть нельзя, могут говорить не хирурги. Потому что хирурги четко знают, что поджелудочную охлаждать нужно в одном только случае. Когда есть яркое воспаление поджелудочной железы, в это время человеку запрещают кушать вообще. Запрещают пить воду. Его укладывают на хирургическую койку. Ходят вокруг с ним с ножом, скальпелем, ждут, делать, не делать операцию в это время. Вот в это время поджелудочную надо охлаждать, останавливать ее работу полностью.
Как только такая ситуация выравнивается в хирургическом отделении еще, и человеку мы даем кушать, то охлаждать поджелудочную железу уже нельзя. Потому что она начинает варить еду. Вопрос второй, это ваш вопрос уже как специалиста, врачи об этом не знают. В какой дозе это тепло давать? Вышел человек с хирургического отделения, у него было вот это острое воспаление, ему охлаждали железу. Сразу ли человеку эту железу надо массажировать, прогревать, прижигать? Сразу? Нет. Нет, ну дайте месяц. Месяц потихонечку. Откуда зайдем? Издалека. Раз, два, три. Отсюда зайдем. Эти три пока на время уберем, а эти три сделаем. На месяц. В течение месяца примерно он вернется к своей нормальной жизни, и тогда мы ему даем полный рецепт кино. И такой рассказ придется вам рассказывать, потому что людей обдурили. Про иммунитет, в иммунитете есть разные подразделения. Вот та часть иммунитета, яка быстро реагирует, она ж быстро умирает. И она живет сейчас 9 дней. 7-9 дней. Це нейтрофилы, часть нейтрофилов, які вот просто родился, вырос, умер. Они живут где-то 7-9 дней. И вот их можно уже собирать. Они собираются легко, они легко едят все, что не так, и они легко умирают. Самые долгоживущие такие твари, лейкоциты, твари. Самые долгоживущие. Называются они по-простому тканевые макрофаги. Еще одно умное слово. У них несколько задач, но какая важная задача? Тканевые. Это лейкоциты, которые вылезли из крови в ткани, и там живут такие царечки, поняли? Царечки. Просто, это не блондинчик. Вот эти тканевые макрофаги живут дольше всего 4 месяца. 4 месяца. Эти тканевые макрофаги собирают память про аллергии и передают эту память про аллергии. Потому если стоит задача избавляться от аллергии, кроме того, что работать с иммунитетом, еще надо работать с органами, с тканями, прижиганием, массажем, миостимуляцией, очищать организм. Сколько времени нужно это делать? Минимум 4 месяца. И еще по аллергиям, если закрыть, так сказать, разворот по аллергиям сегодня, просто закрыть разворот по аллергиям, то к оздоровлению аллергия, первое, рождаем иммунитет в позвоночнике. Раз. Второе. Очищаем ткани 4 месяца. 2. Прижиганием, стимуляцией, массажем ткани очищаются. Вытрясти. Из ткани надо вытрясти вот это все. Вытрясти, в буквальном смысле. 4 месяца. Третье. При аллергиях важная часть оздоровления при аллергиях – это печень. Печень. Печень – это такой природный мегафильтр. Она фильтрует кровь постоянно. Печень получает, как и все органы, артериальную кровь, но еще через печень вся кровь из живота идет. Где там фильтры стоят. Эти фильтры должны работать, они должны очищать кровь от аллергических компонентов. Поэтому при оздоровлении аллергии важно будет оздоравливать печень по какому рецепту? Кино. При любой аллергии. Например, аллергия в носу. Вы пишете сценарий про нос. И говорите, а еще важно оздоравливать печень. А при чем тут печень и нос? Объясните, что печень чистит кровь от аллергии.
Четвертая точка приложения при аллергиях – это, собственно, тот орган, который страдает. Собственно, тот орган. Ну, где может проявляться аллергия? Где? В носу, в коже, на слизистых, в бронхах, например, бронхиальная астма. Это же аллергическая композиция. В суставах может проявляться аллергия. Печень – это провокация. Если печень живет не здорово, она может запустить аллергию. По пино. По иммунитету понятно, да? Как его рожать, понятно? Да. Как собирать, понятно? Теперь берем N, нервы. То, что всегда есть, всегда нужно, всегда можно. Нервы идут к органам от сегмента. У вас есть для этого в каждом центре эти плакаты. Есть плакаты? Да? Каждый сегмент отвечает за определенный орган. Да? Или 2-3 сегмента отвечают за орган. Если эти нервы не в порядке, что может быть с органом? Давайте напишем. Если непорядок в позвоночнике, в сегментах, то что будет нехорошо с органом? Будет спазм, когда не нужно. Может быть наоборот. Расслабление, когда не нужно. Дискоординация спазма и расслабления. Дискинезия половых органов у девочек. Которая девочка, становится уже женщиной потихоньку. У нее может быть дискинезия. Кто-то рисует, все первый раз видят. И вы первый раз видите. В прошлый раз не рисовали? Нет, никогда. Есть матка у девочек. В матке есть полость. Так? Где там ребенок потом будет. Эта полость через трубы связана с животом. В животе живет яичник. Этот яичник имеет фолликулы. И во время средины цикла фолликул растет, из него лопается и выпадает в живот яйцеклетка. Вы знали об этом? Яйцеклетка с яичника выпадает в живот. И потом через трубу мигрирует в матку. Труба связывает полость матки и полость живота. У женщины по большому счету есть прямое сообщение живота с внешней средой. Когда происходит месячные. Что это значит? Вот эти слои внутренней матки отторгаются вместе с кровью в полость матки. И по идее они должны вытекать сюда, через влагалище. Это называется месячные девочки. Вот во время месячных матка должна синхронизированно сокращаться определенным образом. Она так запрограммирована. С левого угла захватывая дно и дальше до шейки. Вот такая синхронизированная сократительная способность у матки есть. Время месячных. Когда месячные проходят за 2-3 дня быстро. И все. Бывает из-за нарушения, например, иннервации. Когда девочка в это время много сидит, перегружает пояснично-крестовидную, быстро растет, занимается еще каким-то спортом в это время. Вот эта буковка Н может быть нарушена. И орган из-за того, что N плохо работает, может дискоординированно начать сокращаться. Например, с шейки. Пошли месячные, а он решил отсюда сокращаться. А тут месячные. Начались месячные, вроде прекратились, а потом еще через несколько дней обильно продолжаются. А что в это время? В это время из-за дискоординации работы матки месячные начинают вытекать куда? Вызывая здесь боли, спайки, склерокистоз и бесплодие.
У девочек, еще не живших, половой жизни. Надо об этом миру знать. А чого ж мені розказуєте? А де потім та кров вдівається, яка вже туди в ту полость? Выпадает в виде спаек. Ой, що значить випадає? Ну, бачила, як ти париш, там рубец. Да. Вот тут тактика в животе. Багато рубцов. И потом все вот здесь начинает работать ненормально. Все, короче. Из-за буковки Н, поломанной матки. Самое простое, самое обычное, это вот это, только про это никто не знает. Потом выкидыши, тоже буковка Н. Начался плод, зародился. А матка вдруг решает, что вместо того, чтобы надо не сокращаться, сокращаться. Какого перепуга ты сокращаешься? Буковка Н страдает. Вот тут. Беременным надо тут. А до беременности надо тут? Надо. Почему? Потому что буковка Н у матки есть. А когда пришло время рожать, матка опять раньше времени, преждевременные роды. Опять буковка Н. Начались роды, слабость родовой деятельности. Опять буковка Н. Скажите, много буковки Н? Это только у женщин. Орган плохо себя чувствует, плохо живет, плохо регенерирует, потому что зажата буковка Н. И еще про буковку Н, чего я хотел сказать. И буковка Н, в конце концов, связывает орган с мозгом. Например, при диабете это может быть пусковым механизмом. Когда нормальная поджелудочная железа из-за остеохондроза позвоночника, редко, но так бывает, теряет связь с мозгом и перестает вырабатывать достаточное количество инсулина. Или же такая ситуация, страдания буквы Н, очень часто запускает болезни щитовидной железы. Щитовидная железа – это орган здесь, который контролируется, подчиняется гипофизу через шейный отдел. И там тоже буковка Н. Сердце тоже буковка Н. Здоровое сердце. Приходит клиент, жалуется кардиологу. Смотрим здоровое сердце. Смотрим на позвоночник, там уже давно больной позвоночник. Буковка Н. Буковка Н важная? Она не просто важная, она мега важная и очень доступная для оздоровления. Потому что оздоровление по буковке Н должно быть раз-два. Массаж прижигания вытяжения, массаж прижигания вытяжения. Утром и вечером. Но вечером цель разущемить этот нерв, который идет к органу, а утром цель его возбудить, пробудить, стимулировать. Буковка Н, понятно? Да. И здесь нет ограничений. То есть это можно через позвоночник оздоравливать органы, можно всем людям на планете Земля. Есть мозг, который общается с органом. И мозг посылает импульс, 100 единиц импульс. Орган должен выделить 100 единиц вещества, гормона. Ну, будь то любой орган. И тут там на уровне позвоночника какой-то блок. Мозг посылает 100 импульс, а орган выделяет 50. Потому что орган не слышит мозг. Мозг анализирует, посылаю 100, он выделяет 50. Что надо делать? Посылать 200. Послать 200. А тут опять блок. Орган опять выделяет 70. В это время человек идет к доктору, делает диагностику. Говорят, слушай, все очень просто. Вместо твоих гормонов мы назначаем тебе протез, искусственный гормон. И тут мозг, который выделял 200, смотрит, было 70, и тут раз, сразу 150. Ух ты, откуда? Нормально. Все, что-то там заработало. Снижать надо этот.
Тобто йде звичка організму, що гормон надається з Да, и середовища. мозг. Это самый диабет, В сахар. долгосрочной перспективе мозг смотрит, Мгм. импульс я уменьшаю, а гормонов становится больше. Значит, надо импульс еще уменьшать, еще уменьшать. То есть своя функция высыхает. А можно заставить поджелудочную работу? Конечно. Таким Как? прижиганием и голова Вот это надо всё. поговорить с поджелудочной. Кино, мы же говорим с А это поджелудочной. як довго з нею говорити? Поджелудочная регенерирует где-то до 8 месяцев, 6-8 месяцев. Все органы в животе в целом переживают восстановление до года, 6-8 месяцев. Потому когда мы ведем речь про гормональное восстановление, что она восстанавливает? От як запустити гормональний Да, да, фон в да, да, організмі да. людини без... Надо понять, что гормональный фон контролируется здесь. Стратегически голова важна. Раз. Стратегически важны сегменты, которые переключают на органы, туда и назад импульс. И стратегически важно оздоравливать сам орган. То есть 3 точки приложения. Голова, позвоночник и орган. В любом случае. Если мы говорим, например, про матку и яичник, то позвоночник включен в букву Н. И плюс какой еще рецепт нужен? Голова, шея. Вчерашний. Вчерашний. Рецепт голова, шея. Потому когда женщина, имея гормональные нарушения, какие-то проблемы гормональные в матке, в яичниках, задают вопрос, как мне можно оздоровиться? Два базовых рецепта. Голова, шея и кино. Что вы понимаете про буковку О? Опорожнять органы. Какие органы надо опорожнять? Почки. Кишечник. А, наверное, Все. Все абсолютно. Абсолютно все органы нуждаются в своевременном опорожнении. Если орган здоров, и все здорово в организме, то одного застоя достаточно, чтобы запустилась целая цепь событий болезней. Просто застой нарушает всю жизнь и деятельность в организме. Просто застой. Об этом очень здорово говорят, позиционируют и учат в восточной медицине. Восточная медицина вообще в основу всех проблем жизни ставит застой. Даже принцип шиацу, знаете шиацу принцип? Он начинается с того, что надо выдавить застой, а потом отпустить, чтобы пришла новая кровь. Вот это принцип шиацу весь, в 2 словах. Нажал, выдавил застой, отпустил, пришла новая кровь. Это принцип шиацу. Вы его применяете в залах? Да? Просто может по-другому называть. Чтобы позвоночник хорошо работал, его надо промассажировать, убрать застой. Это тоже застой. Тот же самый принцип застоя в буковке О. В органах не должно быть застоя раз, поэтому надо опорожняться. И еще зачем опорожнение органам нужно? Чтобы у них была пауза. Отдыхательная пауза. Пауза, когда они отдыхают. Я имею в своем животе органы, как и вы, как и все люди. Эти органы обязаны варить пищу. Обязаны? И по поводу этого сейчас будет обед, там, через полчаса. Мы будем забрасывать свои органы в пищу. Скажите мне, органы счастливы от того, что вы в них пищу забрасываете? Вот вы счастливы, глаза счастливы, мозг счастлив, а органы? Опять. Хозяин, опять. Что опять? Сколько органов в животе варят пищу? А вы когда-нибудь засекали? Нет. Ну знаете. А варят, Можно 24. Вот тут в 6 вечера, вы 6 утра рисуете часы. Почему-то все удивляются. Когда я их рисую, говорю, давайте посмотрим, как органы работают. Вот вы сейчас 2 часа 14 минут.
скушаете обед, забросите в свои органы пищу. Как проверить, сколько она по вас ползет? Надо съесть что-то такое, которое видно потом. Мак. Слышишь, да, про буряк. Или багато зернышек горького перцю. Буде виходить, буде чудо. Так вот, ну я сам себе мерял, те, которые померили, где-то 10 часов. 10 часов в среднем пища у нормального здорового человека, который отправляется 2-3 раза в день. 10 часов это пища идет. 2-3 раза в день. Сколько раз надо в день отправляться? Больше одного. 2,5 выходит. Больше. Хотя бы 2. Если реже, то это уже запор или склонный запор. Поужинали. Сколько нам будет идти? 10 минут. Ну, десь 10 там, до ранку, а там ж ви не встаєте ж ранком. А як вже встали, то вона вийшла. Вийшла, а тут же ж завтрак. Завтракали. Завтрак еще не вышел. Опять обед. Сколько времени органы отдыхают? Если бы вы были органом внутри своего живота, вы бы хотели так жить? А маленькое количество дробно. А? Маленькое количество, но дробно. Это еще хуже. Это значит, тут еще дробно. Это тут еще дробно. Тобто неважливо по кількості? Больше того скажу, парасимпатический тонус, который нужен для переваривания пищи, он же и включает сон. Потому что голод включает поисковую стрессовую реакцию. Голод не включает сон в природе. Когда звери наелись, они спят. Когда голодные бегают, ищут еду. Так в природе устроено. Зачем природу перестраивать? Я не понимаю. Можно? Можно. Но зачем? Можно в природе лучше подражать, мне кажется. Я увидел, заметил, и это много раз убедился, что природа в большинстве своем отказывается от завтрака. Потому что логично за ночь переваривать пищу, выкакать нужно и погулять. До голода, до хорошего голода. В органах пусто. Ну давайте так. Последняя мысль про букву О. Если забирать у себя еду, например, говоря про лишний вес, то ее проще всего забирать утром. Проще всего. Що тоді буде людина хворіти? У ребенка, который находится в нормальных условиях, ребенок. За детьми наблюдали? Пробовали у них забирать завтрак или ужин? Что они отдают спокойно? Завтрак. А ужин отдают? Да фиг вас. Вот нужно это обязательно. Завтрак, пожалуйста. Побежал. Так что нужно сделать. Когда я забираю завтрак у человека, у себя и дальше, то экономится самый сильный утренний иммунитет. Завтрак сливает самую сильную порцию иммунитета в унитаз. Это раз. У органов появляется законный отдых в животе. Законный, утренний. Из-за того, что я до обеда, до после обеда не ем, нахожусь в состоянии голода, а в организме ничего нету, сначала организм падает в истерику. Теряет сознание пожрать. Потом, когда он понимает, что день, 2-3 ему жрать не дает, ё-моё, жить-то надо как-то, начинает ходить и выметать закрома родины, мусорки. По организму. В организме есть мусорки? Посмотрите сколько. Дайте поголодать они. Легализуется, в конце концов, как привычка, чувство голода, что голод это нормально. Голод возвращаем в жизнь. Голод становится нормальным ощущением. И тогда, после того, как голод легализовался, всякий раз, когда ты садишься кушать, ты начинаешь кушать спокойно, медленно и мало.
вылечиваешься от хронического переедания. Это база для того, чтобы спокойно прощаться с лишними килограммами. Ну, из-за первого, второго, четвертого еще избавляются хронические болезни. Воду камней. Камни. Что там с камнями? Откуда они образуются? В почках, в жирном пузыре, камни. Неправильно увеличивать? А? Неправильно увеличивать? Давайте тоже нарисую про камни очень интересную картинку. Один вот прошел. Когда выделяется моча, то моча уже сразу концентрирована, как и желчь. Правильно? Где вы видите? В горшках видите? На лед. Концентрат выпадает. И желчь концентрирована, очень густая. Если вы когда-нибудь в жизни видели желчь, она очень густая. И вот чтобы моча и желчь, осадок не выпадали, вот эти стенки выделительных органов вырабатывают специальные вещества. Просто назовем их вещества. Специально. Чтобы концентрат не выпадал в осадок. Вопрос теперь ключевой. Когда выпадает песок и камни? Коли цих речовин немає, виділення вичитання. Когда вот этих веществ становится мало. Тогда образуются камни и песок. По каким причинам веществ становится мало? Погане кровопостачання. Іннервація. Імунітет. Все причины будут соответствовать 4 буквам. Да. Запомните. Кровоток точно. Еще раз, почему образуются камни? Или же была травма и не хватило кровотока? Или же было воспаление и не хватило иммунитета? Или же было какой-то сбой в обмене веществ или позвоночнике? Пострадала буква «Р». Или же был застой? Не работала буква «П». Понятно? Да. Каким рецептом мы будем вот это оздоравливать? Травмы, воспаление, нарушенный обмен веществ или страдающий позвоночник и застой. А вот если есть камни в почках или в желчном, можно миостимулятор на живот? Зачем? Если это камни в почках, без проблем. Если камни в желчном пузыре, я бы не советовал. Можно. И люди, которые избавляются от камней в желчном пузыре, они как раз вот это и вот это применяют. Но втихаря. Куда камни рассосались. Але ми не рекомендуємо. Но отсюда учить их применять туда все не нужно. На желчный пузырь. Лучше вот эти 3 отграничить. Понятно? По кино понятно? Да. По животу понятно? Да. Вы гастроэнтерологи.